После 7 лет исследований мы рады представить вам полную систему Синг Шен Чжуан. Этот метод родился 1000 лет назад на Хомейшан, горе в Западном Китае. И эта система объединяет упражнения из различных источников, из разных даосских и недаосских линий передачи, организуя их в очень своеобразную последовательность. Эта система принадлежит традиции Ломен Пай Чуан Джен, и она также может быть обнаружена во многих других, менее крупных направлениях даосизма. Следует помнить, что наука о Цигун объединяет в себе знания примерно о 3000 направлений и различных школ, которые разрабатывали Цигун в Китае в течение 5000 лет и до настоящего времени. Поэтому эти упражнения кажутся очень различными, но все они имеют общую цель, если их собрать вместе в эту форму. Основная работа происходит в теле с фокусировкой на позвоночнике как нашем центральном элементе. Этот метод в наши дни передается через несколько главных линий. И в зависимости от линии передачи существуют значительные или незначительные различия. Я думаю, что мы можем сделать своего рода экстракт из 30 упражнений, которые являются общими для всех проанализированных нами линий передачи. Метод Синг Шен Чжуан буквально подразумевает воссоединение шэнь. Шэнь — это китайское понятие, соответствующее нашему понятию самосознания и души. И самосознанию, душе не как чистой концепции, абстракции, а более индивидуальным функциям самосознания и души, входящих, согласно представлениям китайцев, в единую сущность. Таким образом, такое воссоединение должно произойти внутри шинг, оболочки. Такой оболочки, которая определяет, содержит форму. В даосских методах совершенствования такой оболочкой или формой является физическое тело. При этом нужно понимать, что физическое тело — это только сторона, одна сторона, элемент, материальный аспект, который содержит в себе нефизическую сущность. И в этой оболочке сущность материализуется и конденсируется. Различные уровни этой практики в первую очередь направлены на возвращение шэнь. Согласно представлениям даосов, шэнь, самосознание, душа стремится рассеяться, вырваться из-под нашего контроля в тысячах направлений наших мыслей, нашего сознания, нашего разбросанного существования. Поэтому главной целью этой практики является прежде всего снова присоединить к себе, запечатать внутри себя, вернуть обратно, удержать и стабилизировать шэнь, после чего он идентифицируется, помещается и материализуется в оболочке, которую заполняет наше физическое тело. Проще говоря, на первом этапе мы учимся, как вернуть обратно шэнь и стабилизировать его. На втором этапе мы идентифицируем шэнь с тем, чем он должен быть идентифицирован. И это шинг, оболочка, в которой существует наше физическое тело.
within which our physical body exists. This idea return very much in Taoism. К этой идее очень часто обращаются в даосизме как к объяснению того, как шень, нестабилизированный шень, аналог алхимической ртути и свинца, стабилизируется. И только после того, как эта стабилизация завершена, настоящая работа может быть начата. Такой нестабилизированный шень имеет тенденцию устремляться вдаль и идентифицировать себя с умозрительной реальностью, которую он в своем роде и создает сам. Поэтому обратить и остановить этот процесс является особенно важной задачей в этом методе, и я бы сказал, что во всех даосских методах самосовершенствования. Вторым этапом является воплощение шень в шинг, оболочки, а следовательно в теле. Это более сложный процесс, поэтому он разбит на ряд шагов. Целью и завершением которых является знаменитый метод даосской практики Шинг-Минг-Шуан-Шу, что означает одновременное или двойное совершенствование шинг и минг. Шинг означает индивидуализированное «я», на китайском – «во», эго, индивидуализированный характер целого. И минг – целое. В западной терминологии означает неограниченное существование. Существование за пределами идентификации, а следовательно, за пределами ограничений, разделение себя. Обнаружение джен-шин истинной природы внутри себя — это непростая для достижения цель, но это верное направление согласно этой системе. Итак, первый этап — возвращение, стабилизация и фиксация шень. Второй этап — воплощение шень в оболочке, в которой существует физическое тело. Третий этап. Если произошло это воссоединение, то оно приведет также к воссоединению шинг и минг, индивидуального «я» и, можно сказать, божественного «я». Предметом изучения по этой системе является сань-тяо, 3 способа регулирования, гармонизации в практике цигун, из которых первым является тяо-шен, регулирование тела. Поэтому первая часть системы будет посвящена изучению тела и практике в теле, в которой ум не участвует вообще, или в которой его роль невелика. Вторым этапом практики является тяо-ши, регулирование дыхания. При этом нужно помнить, что только когда регулирование тела завершено, естественно, произойдет изменение дыхания, частота которого в даосских методах совершенствования должна быть понижена до уровня 2-3 дыхания в минуту, для того, чтобы практиковать джен-фа, истинные методы. Третьим уровнем является тяо-шинг, регулирование ума, регулирование сердца, которое больше не осуществляется с помощью физических упражнений, но выполняется в чинг-цоу-цоу-ван, сидячих позах
Jinzuo, Zuo Wang, so in a sitting posture, or или в into a форме form Jian-Zhuan, called Jian-Zhuan, that is статических static стоячих положениях. standing. The first Первая part часть of this Сан-Тяо, Santiao, so the регулирование тела, regulation of the body, выполняется с помощью 30 it is упражнений, made up of 30 exercises. Each причем каждое из exercise этих упражнений focus on направлено на отдельный one участок segment позвоночника, of the spine, то есть на so the 24 позвонка, 24 vertebra, plus other 6 exercises плюс are for остальные the 6 упражнений для рук, arms, бедер и ног. for the hips, for the legs, and one exercise it works on the adjustment of И одно упражнение предназначено для регулирования ци-чан, энергии, своего рода поля, которое существует в нас и вокруг нас. Шея журавля. В этом упражнении вы представляете себе воображаемый квадрат, который затем описываете движениями подбородка и головы. Идея упражнения является научиться изолировать движение шеи от остального тела, которое остается расслабленным, снятие напряжения с позвоночника и его выравнивание. Центром вращения будет сфеноид, коленовидная кость. Представьте, что вы вращаете голову вокруг его оси. Вот такое движение. Чем более расслабленно вы сможете выполнить это вращение, тем больше вы сможете открыть ю-джен, на который и сфокусирована работа в этом упражнении. Кроме того, происходит растягивание шеи, как гармошки, что приводит к удлинению позвонков, начиная с 7-го шейного дачуэй и всех остальных, расположенных выше позвонков. Ключевым моментом является постоянное расслабление снова и снова подбородка, челюсти, основания черепа, шеи, основания шеи, плеч, поясницы, талии и ягодиц. Вы должны снова и снова повторять себе эту последовательность расслабления. Это ментальная и только ментальная ориентация, постоянная направленность внимания, бдительность. Расслаблен ли я в этих точках? И снова расслаблен ли я? Упражнение начинается с расслабления шеи. И затем, после этого расслабления, основание шеи работает как пружина. Вы сначала сжимаете ее, а потом она удлиняется. Удлинение начинается с основания и вперед. Вы подбородком проводите первую сторону квадрата. Расслабьте подбородок, челюсть, основание черепа, шею, основание шеи, плечи, и вы хотите создать давление на точку ю-джен. Второе движение выполняется вниз за счет все большего и большего поворота. Вы видите, что вращение вокруг сфеноида увеличивается и достигает максимума. Сжатие ю-джен, расслабление плеч. Третье движение. Второе движение было микродвижением. Третье движение выполняется назад. От основания шеи вы начинаете вращение в противоположную сторону. Вы достигли максимального поворота и сжатия, и теперь вы начинаете снимать напряжение. И вместе с этим происходит сгибание шеи вниз, 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 до положения в 90 градусов. Подбородок в идеальном случае достигает грудины, вытягивается до груди. Четвертое движение – движение вверх, которое дает окончательное открытие, то есть вы совершаете максимальный поворот для открытия ю-джен.
Подбородок прижимается к горлу, и позвонок за позвонком вы начинаете подъем очень медленно. Дыхание естественное, глубокое. Убедитесь, что в конце движения подбородок и челюсть расслаблены, Ю-джен открыта, и вы выталкиваете ее немного назад за линию плеч. Опять расслабление и еще один цикл. Вытягивание. Теперь полный поворот головы при движении вниз. Третье движение начинается с вращения в обратном направлении. Расширение отсюда, давление отсюда вниз. Четвертое движение, подбородок прижат, полное вращение и открытие, и одновременно позвонок за позвонком медленно поднимаем голову. Второе упражнение – черепаха. Опять начинается с полного вращения на оси и полного открытия Ю-джен. Постепенное сгибание шеи, позвонок за позвонком, сверху вниз. Расслабляйте подбородок, челюсть, основание черепа, всю шею, плечи. Теперь вращение в обратном направлении начинается с вытягивания подбородка вниз. Затем движение продолжается за счет вытягивания подбородка вперед и достигает максимума, когда взгляд обращен вверх. Обратите внимание, что очень важна мягкость и плавность выполнения этого вращения. Теперь вращение опять в обратном направлении. Подбородок прижимается назад и открывается Ю-джен. Когда открытие завершено, вы выталкиваете всю шею немного назад за линию плеч. Третье упражнение. Вы открываете руки с боков, расслабляете плечи и затем устанавливаете кисти на бедра. Полностью расслабляете запястья, локти, плечи. Сгибаете шею до угла в 90 градусов. Расслабляете ее. И теперь тратите время на растяжение всей области, особенно на растяжение зоны трапециевидных мышц, до тех пор, пока вы не начинаете чувствовать и ощущать седьмой шейный позвонок. И затем вокруг этого центра, который станет центром вращения в этом движении, вы поворачиваете голову налево, смотрите налево. И теперь вся шея представляет собой единый центральный элемент. Этот единый центральный элемент поворачивается относительно центра вращения седьмого шейного позвонка вправо. Затем боковая растяжка, которая осуществляет боковое разделение и боковое раскрытие позвонков. Теперь, все время сохраняя выравнивание по оси, поворачиваете голову. Расслабьте подбородок, расслабьте челюсть, расслабьте Ю-джен. Голова выровнена, плечи расслаблены. Затем опять наклоняем шею. Очень важно при вращении сохранять повернутое положение головы и не менять его. При этом помнить о расслаблении мышц вокруг
И голова и шея вокруг седьмого шейного позвонка, как центра вращения, поворачиваются, при этом всегда удерживайте подбородок прижатым к горлу. Затем, когда височная кость оказалась на одной линии с плечом, боковая растяжка. Помните, что всегда во время боковой растяжки вы сохраняете поворот и открываете юджен, расслабляете подбородок. Поворачиваете голову наружу. Поворот всегда осуществляется отсюда. Поэтому вы поворачиваете ее на оси, выравниваете всю шею лицом наружу. Стоите прямо, расслабляете плечи. И теперь поворачивайте голову налево и направо. Раз, два. С каждым поворотом вы пытаетесь расслабить шею все больше и больше, до тех пор, пока вы не почувствуете разделение и движение в дачуэй, в седьмом шейном позвонке. Возвращаетесь обратно в центральное положение. Последняя часть упражнения. Голова дракона прорывается, пробивается в небо. Повторяйте поворот, вращение, поворот, вращение, но сохраняя центральную линию, как линию, относительно которой совершается движение. И с каждым поворотом вы открываете один позвонок. Открываете один позвонок. Открываете один позвонок. Медленно поднимаете голову. Расслабляете последний позвонок, и вы видите, что мы вернулись к юджен. Идея заключается в том, что вы, как птенец, пробивающий скорлупу яйца, создаете постоянное давление, как будто пытаетесь прорваться вашей головой через что-то. И во время этого движения вы сохраняете вытягивание, пока ци не достигнет байхуэй, макушки головы. Четвертое упражнение сфокусировано на открытии джаджи, а также грудной клетки, стимуляции легких, сердца и вилочковой железы. Движение начинается с открытием журавлем своих крыльев. Во время этого движения важно расслабить плечи, локти отведены назад, расслабьте лопатки. В идеале лопатки должны выталкивать вперед грудную клетку, расширяя ее, но при этом поясница расслаблена. Поэтому будьте внимательны, чтобы не делать вот так, а расслабьте поясницу. Расслабьте челюсть, откройте юджен, и журавль расправляет крылья. Поднимите руки, держите плечи опущенными вниз. И теперь очень важно раскрытие. Поэтому в этом положении вы растягиваете область джаджи, второй, четвертый грудные позвонки, я бы сказал, даже от дачуэй, от седьмого шейного позвонка до четвертого грудного. И теперь с помощью следующего движения вы должны в буквальном смысле втолкнуть эту точку внутрь. Плечи опущены вниз, поясница расслаблена, позвоночник выровнен. Фокус упражнения и фокус приложения усилий сосредоточены на области джаджи, и остальные части тела расслаблены, насколько возможно. Как и дачуэй,
Джаджи вталкивается внутрь. Расслабление сегментов трапециевидных мышц в буквальном смысле удлиняет и увеличивает ширину плеч. Когда давление отсюда начинает распространяться вокруг, и если руки расслаблены, вы почувствуете, что кисти естественно начинают поворачиваться. А затем растягивание и открытие. Локти опускаются, плечи расслабляются, и вы возвращаетесь назад к открытию в первоначальное положение. Это, как вы видите, создает вращение в плечевых суставах. Опять растяжение и сжатие во время раскрытия. Плечи опускаются вниз, сегменты удлиняются. Удлиняйте, удлиняйте, как если бы что-то действительно растягивало вас в стороны. И затем локти опускаются, плечи расслабляются. И опять назад, в положение открытия. Каждый раз, если вы расслабляетесь все больше и больше, вы сможете концентрировать силу и давление здесь, выравнивать позвоночник и открывать чин-лонг, точки внутри плеч. Поднимаете, растягиваете и сжимаете. И теперь следующая часть упражнения. Она будет сфокусирована на полном открытии рук назад до максимального растяжения. Обе лопатки сходятся вместе в центре. И из этого положения вы тянете локти. Вы в буквальном смысле тянете локти назад. Вы тянете локти назад, шея расслабляется назад, 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 давление становится все больше и больше, а затем расслабьтесь, и при расслаблении происходит удлинение вперед, и локти создают движение и вращение в плечевых суставах. Мы посмотрим на это же движение сбоку. Еще раз открываете до максимума. Вы видите, грудная клетка выдвигается вперед, при этом джаджи и дачуэй вдвигаются внутрь. Удерживайте максимально возможное выравнивание плеч. Затем локти стягиваются с усилием к центру. Плечи нажимают вниз, удлиняя сегменты трапециевидных мышц. Расслабьте диафрагму, брюшную полость, поясницу. И медленно поднимайтесь. Вращение в плечевых суставах и максимальное вытягивание. И следующее упражнение – натяжение, растяжение крыльев, которое заключается в одновременном и скоординированном растягивании джаджи, лопаток, удлинении сегментов трапециевидных мышц. Это создает волну, которая толкает ладони. То есть фактически, чем больше вы расслабляетесь, тем более естественно происходит толчок ладонями. И постоянное ровное давление удерживается в течение нескольких циклов дыхания. А затем расслабьте и сформируйте клюв, как если бы вы что-то схватили. Тяните кисть внутрь. И что создает это натяжение кисти?
Оно тянет все фасции и сухожилия от шеи. Чем больше вы тянете здесь, тем больше растяжения здесь. И последнее движение – раскрытие кистей в 3 этапа. Первый, второй и третий. Толкайте. Максимальный толчок. Делаем несколько циклов дыхания, удерживая постоянным это усилие. Более и более. Чем больше вы можете толкнуть, растянуть и расслабить, тем лучше. Затем опять расслабляем кисти. Поворачиваем. Это создает максимальное вращение в суставах, и вы замыкаете суставы в заднем положении. И закрываете руки к центру. Закрываете руки к центру. Кисти встречаются перед грудью. Соедините пальцы в замок. Плечи опускаются вниз, а локти поднимаются. Следующее упражнение – дракон разгоняет облака. Оно работает и сфокусировано на джонг-шу, точке напротив солнечного сплетения, примерно соответствующей 10-12 грудным позвонкам, и направлено на смягчение и открытие грудной клетки. Грудная клетка очень часто уплотнена и сжата, и открытие и расслабление джонг-шу, точки на позвоночнике, позволяет контролировать диафрагму и расслабить грудную клетку, которая, в свою очередь, осуществляет массаж внутренних органов и подготавливает тело для большего открытия и более глубокого вытягивания позвоночника. Вы начинаете с подъема рук, поворачиваете и толкаете ладони. И очень важным является открытие, поворот плеч наружу. Джаджи открывается, почувствуйте растяжение, проходящее по шее, талия расслаблена, и ци поднимается. Затем разъедините ладони, равномерное давление вверх. В течение нескольких циклов дыхания удерживайте равномерное и неизменное растяжение и давление. Затем разверните ладони вниз, опустите руки, и из этого положения начинается само упражнение с постепенного округления позвоночника, начиная с юджен, дачуэй, точки чинг-лонг расслабляются, джаджи, и одновременно расслабляйте грудину, стараясь сжать грудную клетку спереди и раскрыть ее сзади. Итак, до джонг-шу, до солнечного сплетения, вы стремитесь согнуться в этой точке. Остановитесь. Весь позвоночник вытянут, поясница расслаблена. Теперь вы поворачиваетесь вокруг оси позвоночника. Голова остается расслаблена, лицо обращено вниз. Это создает растяжение и открытие бедер. Теперь поворачивайтесь, как флюгер вокруг этой оси налево в этом случае, создавая растяжение и скручивание во всем теле. Весь позвоночник скручен и удлинен. Таким образом. Затем раскручиваетесь, боковая растяжка, бедра тянут назад, и нижний отдел позвоночника открывается. Область джонг-шу открывается. И затем бедра поворачиваются, корпус поворачивается, позвоночник поворачивается, создавая полную боковую растяжку. Затем поворачиваетесь в другую сторону, проходите центр,
Поворачивайтесь в другом направлении. И снова скручивание и раскрытие позвоночника. Первая часть боковой растяжки. Расслабляйте одну и вторую точки. И вторая часть боковой растяжки, полная, с максимальным растяжением и максимальным сжатием. Очень важно, чем больше вы сможете расслабиться, расслабьте шею, расслабьте плечи, расслабьте все, и вы почувствуете давление здесь и открытие джонгшу и солнечного сплетения здесь. Затем возвращаетесь в центральное положение, и фаза подъема сопровождается описыванием кругов плечами и лопатками, которые массируют весь позвоночник, весь корпус, все органы. Медленно поднимайтесь. Опять вытягивание вверх. Разъединяем кисти. Толкаем, толкаем. Расслабляем ладони. И следующее упражнение – кольцо змеи. Упражнение «Кольцо змеи» работает над открытием точки Мингмен, и снова джонгшу, снова грудная клетка, но в особенности над точкой Минмэн. С механической точки зрения упражнение начинается с открытия позвоночника, начиная с шеи и полного расслабления рук. Расслабьте подбородок, расслабьте челюсть, откройте юджен, дачуэй, чинглонг. В дыхательном цикле акцент на выдохе, и с каждым выдохом вдох, выдох. Открываем один позвонок. Вдох, выдох, второй. Вдох, выдох, третий. Четвертый. Во время вдоха ничего не движется, движение осуществляется на выдохе. И так далее по всему позвоночнику вниз. Обращаем особое внимание на расслабление грудной клетки, джонгшу, джаджи, для того, чтобы была возможность открыть мингмен. Затем вы продвигаетесь за мингмен по всему пути через четвертый, пятый поясничные позвонки к крестцу каждым выдохом, как и в начале. Некоторое время расслабляемся, а затем поднимаемся в обратном порядке. Вдох, выдох. Пятый поясничный позвонок. Вдох, выдох. Четвертый. Вдох, выдох. Третий, второй, первый. 12-й грудной, 11-й, 10-й, 9-й, 8-й, 7-й, 6-й и так далее, все подряд до верха. Затем голова и руки поднимаются вместе. И идея виса заключается в том, что если вы повисли на чем-то без опоры, и вы только висите, это создает естественное расслабление поясницы, талии, остальной части позвоночника и в конечном счете плеч. Затем следует прогиб назад, раскрытие назад. Полностью расслабьтесь. Позвольте весу рук потянуть весь остальной позвоночник. Очень медленно возвращаемся в исходное положение. И теперь волнообразное движение позвоночником от крестца, толкая и расслабляя его. Все больше и больше. Посредством движения вы стараетесь расслабить его, скоординировать движение, добиться подвижности позвоночника через снятие напряжений и раскрытие поясницы и талии.
Следующее упражнение — талия дракона. Сфокусирован опять на джонгшу и на открытии и снятии напряжения с грудной клетки. Но основной фокус внимания направляется на мингмен и в особенности на гао-янг, пространство между крестцом и пятым поясничным позвонком. Движение концентрируется в основном в крестце, который задает направление. Само движение заключается во вращении нижнего отдела позвоночника, в основном от джонгшу, от солнечного сплетения, вниз, в то время как остальная часть тела остается неподвижной и просто следует за этим вращением, ведущим элементом которого являются бедра. Если вам удастся расслабиться все более и более, будет легче отделить грудную клетку от движения бедер и движения нижней части поясницы. И в конечном счете также движение и подвижности гао-янг, точки между пятым поясничным позвонком и крестцом. Это движение создает явное сжатие и расслабление брюшной полости, которая должна быть очень, очень и очень расслаблена. И как вы видите, во время движения внимание концентрируется на движении сегмента джонгшу вокруг области солнечного сплетения, расположенного спереди, и почек сзади. Происходит глубокий массаж печени и селезенки, расположенных с боков, снятие сжатий в кишечнике, в нижней части кишечника и толстой кишки в целом. Снова и снова подвижность поясницы и бедер. И это основной фокус внимания при выполнении этого упражнения. От упражнения талия дракона мы переходим к упражнению приседания тигра. И теперь мы явно фокусируем внимание на бедрах, на бедренной кости, на освобождении бедер и на движении головки бедренной кости внутри сумки бедренного сустава. Стопы широко раскрыты и расположены под углом в 180 градусов относительно друг друга. Движение рук напоминает движение рук в упражнении «Журавль расправляет крылья» и сопровождается приседанием, при котором, и это очень важно, позвоночник должен быть прямым и удлиняться. С помощью предыдущих движений вы расслабили весь позвоночник, и теперь, когда вы приседаете, крестец в буквальном смысле тянет и растягивает остальную часть позвоночника. Затем руки завершают круг, и вы возвращаетесь в положение стоя. Сзади это будет выглядеть вот так. Открытие, приседание, расслабьте позвоночник, талию. Вы видите, что позвоночник идеально выровнен, бедра раскрыты, колени расслаблены. Закрываете руки, и теперь очень важно толкнуть вверх из ануса, из гениталий очень сильно и вытолкнуть ягодицами остальную часть позвоночника. Теперь растяжка тигра. Из позиции приседания тигра мы полностью закрываем стопы внутрь, поворачивая бедренные кости внутри сумки тазобедренного сустава абсолютно в противоположную сторону. Раскрытие тазобедренных суставов и разделение и растяжка тех связок, которые внутри
прикрепляет крестец к тазовым костям. То есть здесь вы хотите буквально открыть. Это важно, что вы хотите закрыть стопы вовнутрь как можно больше. Расстояние между стопами не очень важно. Оно может быть чуть меньше или чуть больше. Что важно, это как можно больше развернуть стопу вовнутрь, и сила и давление в пятках. Сила, которая толкает, выпрямляет колено. И чем больше вы можете выпрямить колено и увеличить давление на пятку, тем лучше. Затем руки впереди. Тянете таз назад, вытягивая корпус вперед. Вы видите, что бедра уходят назад, за центральную линию, толкая назад, растягивая крестец и нижнюю часть позвоночника, и расслабление, открытие точки мин-мейн, и выпрямление позвоночника, но снова и снова фокус на том, насколько вы можете развернуть стопы вовнутрь, открывая и растягивая бедра здесь. Когда вы достигнете своего максимума, вы вытягиваете руки вперед, растягивая весь позвоночник, и потом расслабляетесь, опускаясь вниз. То есть расслабляетесь, начиная с поясницы, делая ее округленной, и здесь раскрываете позвонки, так же, как и в предыдущем упражнении «Кольца змеи». И затем тем же методом, закрывая стопы вовнутрь и толкая колени наружу, тянем бедра, и позвонок за позвонком поднимаемся. Бедра закрыты вовнутрь, и раз, два, три, поднимаемся вверх. И когда встали, руки поднимаются над головой, и колени сгибаются вовнутрь. Колени тянутся в центр друг к другу, и бедренная кость, головка бедренной кости еще раз разворачивается в новое угловое положение, расслабляя и растягивая ягодицы, колени тянутся вовнутрь, и весь вес тела собирается как в треугольнике в эту точку, а оттуда вниз в землю. И вы дышите несколько раз, удерживая эту позицию, расслабляя и выравнивая все тело. Следующее упражнение – это небесная колонна. Это статическая позиция из конечного положения растяжки тигра. Тянем руки вниз к пупку, ноги выпрямлены, стопы параллельно и недалеко друг от друга. Руки открываются по бокам и опираются на бедра. И теперь, если вы открыли все точки и грудная клетка расслаблена, вы сможете изолировать движение поясницы, которое идет вперед, следуя за движением коленей, которые, в свою очередь, сгибаются вперед, как будто вы хотите встать на колени на землю, растягивая и удлиняя нижний отдел позвоночника. И удерживаем эту позицию с целью растянуть нижний отдел позвоночника, расслабляя ягодицы и внутреннюю поверхность бедер. Дышим глубоко несколько раз, расслабляя шею, и потом медленно поднимаемся, и ци тянет вас вверх. В конце упражнения цель – это сохранить вытягивание вверх, 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 и вся нижняя часть тела, тазовое дно, живот, внутренние органы поднимаются вверх.
Позвоночник выпрямлен. И последнее упражнение в форме. Мы закончили работать с бедрами, с верхней частью ног. И теперь упражнение будет фокусироваться на голеностопе и стопах. Упражнение само по себе очень простое. В нем мы учимся передавать силу, фокусируя усилия через голеностоп к стопе. То есть вы толкаете ци, и в том числе через расслабление связок и фасций вы будете четко чувствовать, как масса энергии опускается вниз. И вы просто делаете круговые движения, концентрируя это усилие. И затем, удерживая это положение стабильным, так же, как мы делали в упражнении «Небесная колонна», как статическое положение, глубокое дыхание, до тех пор, пока естественным образом, если сила была хорошо переведена в стопу, вы будете чувствовать, как что-то начинает закрываться в точке хуэ-инь. И ци начинает пробиваться вверх по телу, из ноги вверх, и через поднятие ноги вы хотите закрыть, втянуть и закрыть, запереть ци внутри и удерживать крепкий замок при помощи ноги. Овладение основой практики Синг Шен Чжуан Цигун занимает от 3 до 6 месяцев. И этот базовый тренинг включает занятия минимум 2 раза в день, от часа-полутора до 2 каждый раз. И в результате он занимает у вас от 2 минимум до 4 часов максимум в день. В это время входит подготовка, и потом в конце формы вы можете выделить время для сидячих или статических стоячих практик. В течение этих первых 6 месяцев базового тренинга вы пройдете через ряд серьезных открытий. И эта форма является основным методом, который работает над раскрытием, расширением, гибкостью, регенерацией мышц, связок и суставов. Второй уровень, после завершения первого, это когда форма будет оказывать положительные эффекты на внутренние органы и циркуляцию крови, и в частности лимфы. Третий уровень будет работать с нервной системой. И вы сможете разбудить некоторые скрытые способности. Четвертый уровень будет заключаться в открытии и увеличении циркуляции в системе Джин-Кло-Май, то есть в так называемой системе каналов внутри нашего тела. И ци, который будет аккумулироваться в дантяне, начнет циркулировать. Это важный критический момент в практике, который должен начаться после 3-4 месяца, то есть когда чи начнет собираться в шея-дантяне. То есть нижний дантянь, которым на данный момент мы будем называть область между точками шэньшуэ
Чихай и Гуан-Юэнь. Не вдаваясь в подробности, мы скажем, что вы будете ощущать, как ци конденсируется в этой области, и после этого начинает течь в системе Джинг-Ло-Май. И пятый уровень, он будет достигнут, когда циркулирующая ци, которая начала циркулировать, будет создавать динамический круг, и чем больше энергии циркулирует, тем больше вы будете приближаться к тому, что даосы называют и-джинг, взращивание джинг, эссенции. И чем сильнее эта эссенция, тем сильнее кровь. А чем сильнее кровь, тем сильнее ци. И чем сильнее ци, тем сильнее эта эссенция, а чем сильнее эссенция, тем сильнее кровь и так далее. И продолжая это взращивать, на этом уровне вы начинаете достигать более очевидных и экстраординарных результатов и эффектов этой практики. И после того, как этот уровень завершен, это возможно достигнуть как минимум на 5-м месяце практик, если уже не на 6-м. Вы естественным образом начинаете овладевать контролем над Сан-Гуанг Джун-Чао, трое врат в даосских практиках, и Джуан-Чао, 9 пластей. Это довольно-таки высокий уровень практики, который мы сейчас просто упомянем. И где контроль Сан-Гуан, трех врат, является прежде всего контролем над дыханием, то есть регулирование дыхания. Таким образом, мы начинаем с Тяо Шен, регуляции тела, и переходим к следующему уровню Тяо Ши, регуляции дыхания. И это все, что мы скажем сейчас про Сан-Гуан. Что касается Джун-Чао, на этом уровне это прежде всего органы чувств и гениталии. И контроль над Джун-Чао, который дальше продвинется в других, более высоких формах. И это происходит после 6 месяцев регулярной практики. Мы наконец-то подбираемся к ядру системы Синг Шен Чжуан, к воссоединению Шен, сознания души внутри оболочки. То есть на этой стадии происходит возврат, обратное движение сознания, света, и затем на второй стадии этого процесса происходит коагуляция шень, и в третьей происходит воплощение в оболочке, в которой существует физическое тело. Это своего рода реализация метода Синг Шен Чжуан. И когда это воссоединение достигнуто, будет период стабилизации, и вы можете считать, что ежедневно практикуя, вы овладеваете этим методом через 1-3 года. И я надеюсь, что вы достигнете успеха в ваших практиках, в вашем начинании. Это потребует серьезных усилий, которые приведут вас к истинным достижениям и реальным результатам.